Как долго человечество знакомо с углем? С тем самым углем, который сегодня повсеместно используется во многих отраслях промышленности. Каменный уголь был известен еще в древнем мире. Первое упоминание о нем связывают с Аристотелем, IV век до нашей эры. А древние римляне добывали каменный уголь для отопления на территории нынешней Великобритании. Но наибольший спрос на этот важнейший вид сырья пришелся на XVIII-XIX века, во времена расцвета промышленной революции. В Англии даже развернулось масштабное сооружение водных каналов, позволяющих перевозить уголь и металлы в небывалых до этого объемах. И если нефть называют кровью нашей цивилизации, то уголь можно смело назвать ее пищей. Кстати, наш ролик о том, каким будет мир без нефти, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну а сегодня давайте узнаем, что же произойдет с нашим миром, когда он полностью откажется от угля. Где используется уголь? В зависимости от типа, уголь находит себе применение в тепловой энергетике, электрогенерации, металлургии, химической, строительной и газовой промышленности. Сроки прохождения пиков мирового спроса на уголь и нефтепродукты, согласно различным экспертным оценкам, либо уже прошли, либо пройдут в ближайшие годы. В перспективе до 2040 года единственным ископаемым источником энергии, доля которого в мировом энергопотреблении увеличится, останется газ. Но на сегодняшний день наибольший спрос на продукцию угледобывающих компаний представляют следующие отрасли. Тепловая энергетика. Основное применение каменного угля во все времена – это отопление зданий и помещений. Его используют и для печного отопления частных домов, и для промышленных котельных. Конечно, многие котельные работают на природном газе, но угольные агрегаты все еще широко используются, особенно в районах добычи того самого угля. Поэтому, если представить себе ситуацию, что во всем мире одномоментно остановится добыча и переработка угля, то системы отопления явно не будут готовы к этому. В отдаленных районах, где газификация затруднена, такое событие может обернуться настоящей катастрофой. Многоквартирные дома, застигнутые врасплох зимою, за один день превратятся в бетонные холодильники. Жизнь северных городов будет парализована, и люди станут искать альтернативные источники обогрева. Именно тогда большинство людей обратит свое внимание на электрические обогреватели. Но и в этой отрасли без угля наступят трудные времена. Электрогенерация. На генерирующих станциях используется энергетический уголь, представленный преимущественно каменным углем за счет совмещения оптимального баланса теплоотдачи и стоимости, что обусловило его наиболее широкое использование. Такими объектами по переработке угля в энергию служат ТЭС – теплоэлектростанции. Многие из нас слышали такую аббревиатуру – ТЭЦ. Так вот, это та же тепловая станция, но только с возможностью выработки тепла для отопления близлежащих домов. И расшифровывается она как теплоэлектроцентраль. Поэтому исчезновение угля приведет к остановке не только подачи тепла в наши с вами дома, но и электричества. Сегодня 60% энергии в мире добывается за счет тепловых электростанций, в том числе и та, от которой заряжается Тесла и прочие электромобили. Вот такая экологичность получается. А без электричества станут бесполезны не только все наши электроприборы и гаджеты, к которым мы так успели уже привыкнуть, но и многие профессии, такие как программисты, SMM-менеджеры и все те, кто связан со всемирной паутиной. Ведь интернета без электричества попросту не будет. Зато на время могут возыметь популярность профессии, связанные с ручным трудом. Но тому, кто захочет вписаться в новые реалии, нужно нечто большее, чем просто уметь водить пальцем по экрану смартфона. Металлургия. Еще в первом веке до нашей эры в китайской провинции Юньнань уголь нагревали без доступа воздуха и получали кокс. В середине 20 века каменно-угольный кокс стал единственным видом топлива для выплавки чугуна в больших доменных печах. Около 75% всей производимой в мире стали выплавляется при помощи металлургического кокса, который образуется при помощи каменного угля при высокой температуре без доступа кислорода, процесс коксования. Для изготовления кокса используется специальный коксующийся уголь, который является довольно редким.
Всего около 20% каменного угля подвержено коксованию. Именно этот тип угля является чрезвычайно важным в металлургической отрасли. Поэтому исчезновение в том числе и этого угля приведет к резкому сокращению производства металлопроката во всем мире. Постройки новых заводов, зданий, машин, судов и всего того, что использует металл, прекратятся. Но и это еще не все. Цены на уже выпущенную продукцию тоже взлетят до небес. Ведь новых запчастей, в частности на ваш автомобиль, никто выпускать не будет. Может быть, тогда мы станем бережнее относиться к своим вещам. Химическая промышленность. В последнее время все большее распространение приобретает использование угля в химической промышленности. В частности, в процессе коксования в качестве побочного продукта получают коксовый газ, используемый в дальнейшем как альтернатива природному газу, каменно-угольную смолу и бензол. Бурый уголь и антрациты также активно используются для производства ароматических углеводородов, синтетических заменителей природного газа и бензина. Для почвы каменный уголь используют в виде золы. Ее вносят при выращивании растений, которые сильно нуждаются в сере. Лук, горчица, бобовые, чеснок, капуста – все эти культуры можно удобрять золой каменного угля. А еще из угля получают анилиновые краски для окраски тканей, лаки, лекарства, сахарин, взрывчатые вещества, духи и многое другое. Так что без угля нам придется на время забыть обо всех этих вещах и заново научиться их производству, но уже другими способами. Влияние на здоровье и экологию. И пока мы с вами выясняем, где используется уголь и что будет при его отсутствии, где-то в одной из шахт, которых тысячи по всему миру, тяжелый шахтерский труд позволяет нам сидеть в своих теплых домах и смотреть на наших экранах все, что мы захотим. Важно помнить, что шахтер – это одна из сложнейших и опаснейших профессий. При подземной добыче угля запыленность воздуха может превышать ПДК в сотни раз, что приводит к необратимым и неизлечимым профессиональным заболеваниям – силикозу, пневмокиниозу и прочим. А еще взрывы и обвалы шахт делают добычу угля смертельно опасным производством. Ископаемый уголь содержит вредные тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий, что тоже не в пользу здоровья человека и экологии в целом. Перспективы. Сегодня ширится движение за полную отмену использования угля для генерации электроэнергии. На Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата 48 стран приняли решение о полном отказе от использования угля. Переход на возобновляемые источники энергии каждая из стран должна будет осуществить не позднее 2050 года. Правительство Великобритании намерено уже к 2025 году закрыть последние электростанции, работающие на угле, чтобы сократить углеродосодержащие выбросы. 21 апреля 2017 года стало первым с 1882 года днем в Англии, когда уголь не использовался для генерации электричества. В National Grid, национальном операторе электроэнергии, подчеркивают, что это первый такой день с момента начала промышленной революции. А уже в 2021 году шведская компания Hybrid объявила о поставке заказчику первой в мире партии стали, в производстве которой не использовался коксующийся уголь. Как отмечается в заявлении Hybrid, вместо угля в производстве этой партии применяли водород. Заказ на зеленую сталь был сделан производителем грузовых автомобилей Volvo AB. Также все большую популярность получают возобновляемые источники энергии. Мир, не зависящий от ископаемого топлива, получит огромную выгоду в виде экономии денежных средств. На сегодняшний день в США энергия ветра вдвое дешевле энергии, получаемой сжиганием природного газа. Развивающаяся солнечная энергетика постепенно приближается к таким показателям. Конечно же, уголь не исчезнет из нашей жизни в один момент, но мы уже начинаем постепенно отказываться от него, осваивая все новые и новые технологии. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!